Приглашает выступить Кудрина Василия с интереснейшей презентацией. У нас Василий, он, конечно, первооткрыватель многих тем. Человек, который в 2017-2018 году выступал с прогнозами по поводу изменения профессии. И надо сказать, что большая часть этих прогнозов исполнилась, поэтому это наш местный такой прорицатель. И хотелось бы, конечно, поподробно услышать его доклад по поводу совершенно необыкновенной темы, когда речь идет о корпоративной культуре в цифровом исполнении с применением блокчейна. У меня небольшая презентация, которая... Там больше информации, но я буду в основном говорить о конкретных вещах. Все-таки это тема про криптоиндустрию. Так что. Но если раньше мы очень часто говорили о блокчейне как бы в отрыве от традиционного корпоративного управления, традиционной экономики, то сегодня обозначился некий тренд, который, кстати, прогнозирует на следующий год как один из основных, связанных с созданием, практически с появлением и расширением так называемых децентрализованных организаций, то есть это конкретные организации, конкретная деятельность людей, которая подпадает под стандарты того, что мы знаем об организациях. Но если говорить кратко, что такое криптоиндустрия сегодня, да, то это достаточно большой мегасектор, скорее всего, лет через 10 он охватит всю экономику, и то, что мы знаем сегодня о финансах, перестанет существовать в этом виде, будет существовать в цифровой форме. Объемы крипторынка, если сравнивать с традиционными объемами, в мае этого года произошел такой скачок в оборотах, достаточно серьезно, в какой-то момент и превысил $500 триллиона, что в принципе соответствует примерно 1/6 такой средних объемов на Форексе, да, то есть это уже не те объемы, которые были там 5-6 лет назад, когда там был меньше 1%. 1/6 это все-таки та ситуация, когда стоит уже говорить, что криптоиндустрия это хороший тренд. Кроме того, по повестке просто можете видеть, практически каждый день на бизнес-радио говорит о криптовалютах, да, притом, на мой взгляд, говорит там очень часто совершенно несоответствующие вещи, да, которые не являются актуальными, но очень любят говорить о каких-то проблемах, там биржа какая-то рухнула, там Центробанк уже год с Минфином ссорится по поводу там принятия законов о криптовалютах. Для криптоиндустрии, могу сказать, это абсолютно бесполезная дискуссия, да, потому что криптоиндустрия сегодня существует перпендикулярно тому, как функционирует государство и все эти практики, которые, в том числе тот же комплаенс, да, правовая система. Но, тем не менее, конечно, существуют такие кейсы, как произошел там с биржей FTX, да, когда создали гигантскую биржу, накачали ее деньгами, реальными активами, а потом Binance так посмотрел и видит, что этот FTX для поддержки своего токена, главного FTT, да, стал его выкупать и накопил большие резервы этого токена. То есть, в принципе, все активы этой биржи оказались просто поддержаны этим же токеном. Ну и что это? Это, конечно, риск. Этот риск сразу же воплотился, и биржа там с миллиардной капитализацией, многомиллиардной, упала просто в ноль. Есть такие кейсы. Люди потеряли реально деньги, да, пошли иски, институциональные инвесторы большие деньги потеряли. Ну и, соответственно, вчера Сэма Бэнкмана-Фрида с Багам переводят в США, да, и ему грозит срок там несколько десятилетий, да, за такие дела. Молодой человек, там, по-моему, 30 лет ему только, такие ситуации. То же самое было с Террой, что-то похожее, не то же самое, но кейс такой же был с Террой, там другая ситуация, там просто потеряли, были большие проблемы с ликвидностью, и просто, по сути дела, финансово, математически взломали модель, и кореец Док Ван, который, соответственно, контролировал, по сути, как казалось, контролировал эту сеть, хотя это вроде децентрализованная была сеть, сейчас где-то в Дубае скрывается. Так что такие кейсы существуют. Конечно же, тут нужно говорить о том, что нужно все-таки привлекать навыки из традиционного корпоративного управления, комплайенса, контроля в эту сферу, чтобы эти все
трансформации на финансовых рынках происходили более гладко. Если мы говорим о развитии децентрализованных организаций, да, нужно понять, опять же, это блокчейн, значит, это децентрализованная организация, то есть, которая географически распределена, то на самом деле история развития таких организаций началась достаточно давно, в 90-х годах, когда появились первые open-source проекты, там краудсорсинг, появились сайты для разработчиков, для открытой разработки, вот типа GitHub, да, известно. Сейчас очень много сервисов, которые котируются на биржах крупные, создали на основе этого очень такие хорошие системы, типа там Atlassian такая компания есть, это Trello, если знаете, там продукт. Confluence, Jira, это вот как люди, объединяясь, могут создавать программные продукты. Ну и, в принципе, появление социальных сетей в 2000-х годах это тоже создало такую основу для формирования вот таких цифровых организаций, хотя тогда еще не было цифровых организаций. Потом появился биткоин в октябре 2009 года, он там развивался, да, и вот когда стали происходить первые форки биткоина, то есть когда появились проекты, которые брали биткоин и делали на основе него новую сеть, вот тогда уже начались дискуссии внутри вот сообщества, которое держит эту сеть, и тогда уже возникло понимание, что нужны какие-то организации, да, а не просто вот люди между собой общаются, как-то нужно принимать решения. И вот первые вот эти скандальные форки, там, которые происходили, самый там скандальный, по-моему, это биткоин кэш был в итоге, вот, они вот поставили эту основу. Потом появился эфириум. Да, кстати, вот тут нужно понять, криптоиндустрия, вот русскоязычное население создало, это 30% того, что есть криптоиндустрия, это русскоязычные люди. Вот эфириум, да, кто знает, кто эфириум? Виталик Бутерин, да, там дальше Chainlink, там Назаров, НИР проект есть, ТОН, Телеграм. Это все как бы люди, которые, наши, да. Эфириум, он вот первый DAO создал, это так называемая децентрализованная автономная организация, которая прям там тоже, она рухнула этот проект, но потом на основе него стали создаваться первые децентрализованные автономные организации. Что это такое? Это организация, люди объединяются, делают бизнес, вполне себе коммерческая, хотя имеет тоже и некоммерческие цели. Но ее главное отличие – нет юрлица. То есть она существует на блокчейне, в сети. И алгоритмы работы ее закодированы, основные алгоритмы закодированы в этом блокчейне, на смарт-контрактах. То есть она существует исключительно в цифровом виде. При этом это вполне себе существующая организация, она создает стоимость, капитализация проекта. Ну вот когда у нас в феврале, в марте рухнул, да, там на основные международные рынки, где у нас котировались компании, просто закрыли доступ, или там даже не закрыли, там рухнуло все, ликвидность стала минимальна. Там Сбербанк 200 миллионов стоил, что-то такое, да. Там X5 Retail Group стоил там 50 миллионов, да. Вот эти все компании, цифровые компании, стоили 2,6 миллиарда долларов. И сейчас стоит там 3-4 миллиарда долларов. Вполне себе существуют, средства крутятся, средства работают, реализуют на них проекты, венчурное финансирование. Важно, что эта организация может существовать как чисто on-chain, да, то есть чисто в цифровом виде. Но при этом, конечно же, вокруг нее могут создаваться какие-то команды разработчиков, какие-то венчурные фонды, которые могут регистрировать юридические лица. Но он-чейн диктует оф-чейн, да, то есть в данном случае. Ну, и, конечно же, поскольку это блокчейн, он такой как бы одноранговый, да, там нету такой иерархической структуры, как существует в публичных акционерных обществах, когда есть там общее собрание акционеров, потом совет директоров, там потом исполнительный орган, внутри какая-то организация. Поэтому очень многие вопросы решаются на форумах, в дискуссиях, но при этом все равно существуют какие-то вопросы, принимаются голосованиями, да. Я об этом чуть попозже сейчас расскажу. Вот форматах взаимодействия. Есть форумы, есть обсуждения, но все равно есть голосование. То есть такое же голосование, как существует там на общих собраниях акционеров. Их, да, кстати, даже часто называют, не часто, их называют стейкхолдерами вот этих участников. Да? То есть это, в принципе, что-то похоже на shareholders. Да? Вот. В целом, некоторые протоколы блокчейна, основанные на так называемых консенсусах Proof of Stake, да, это, по сути, аналог
публичного акционерного общества, но существует без юридического лица, а в цифре. Голосование как происходит? Ну, самый простой способ, поскольку чем у тебя больше монет этой сети, тем больше у тебя голосов, то ты просто стейкишь, да, то есть закладываешь эту монету на определенный срок, когда происходит голосование, ей голосуешь, принимается решение, и вот по этому решению там дальше живет эта цифровая организация. Притом существует два вида решений. Есть решения, которые сразу же исполняются, то есть они самоисполняемые по факту вот голосования. Вот закрылось голосование, там наступил срок, и сразу, например, списываются дивиденды, да, то есть награды, дивиденд, или приобретается какой-то цифровой актив. А есть какие-то общие решения, там, например, мы хотим поменять там стратегию развития сети. Она применяется, и вот сообщество в целом принимает эту стратегию, и дальше следующие все действия ориентируются на это. Если кто-то там отклоняется, его там в дискуссиях на форумах там начинают как бы обсуждать, почему ты так делаешь и не так. Вот так, в принципе, цифровая организация и живет. И вот важно понимать, что очень быстро разбухает рынок, да, очень много рисков при этом появляется, опять же, вот Terra, FTX, там Celsius, просто много историй, которые, кстати, как раз и говорят о том, что рынок развивается, да. Но здесь нужно понять, что здесь нужно, наверное, все-таки внедрять практики какого-то осознанного корпоративного управления. Корпоративное здесь абсолютно применимое слово, потому что все-таки речь идет о корпорациях, об организациях, о корпорациях. Их даже называют децентрализованные автономные там организации или децентрализованные автономные корпорации. Такой термин существует. Поэтому, в принципе, можно применить тот же термин корпоративного управления, что это система, посредством которой цифровая организация живет, управляется, обеспечивается достижение ее целей, определяется форма взаимоотношений. Но есть некоторые отличия, да, от традиционного акционерного общества. Опять же, как я говорил, там нет иерархии, поэтому вот основной фокус идет на взаимодействие внутри сети. То есть очень большое мнение имеют именно участники сети как сообщества. И очень много существует примеров, когда не учитывается вот это мнение сети, да, и люди уходят в другие сети. Я знаю очень много проектов, которые там выросли там, до 400 миллионов долларов, сейчас стоит 50. А его конкурент куда ушли? Там стоил 10 миллионов долларов, сейчас стоит 3 миллиарда долларов. Вот именно из-за таких условий. Или вот пример с Террой. Там, как оказалось, все контролировал, по сути дела, один человек, Док Ван, да, и он даже сумел остановить блокчейн. Он зашел в конфигурационный файл и закрыл его на какой-то момент. Люди об этом даже не знали. Вот такие вот ситуации говорят, что нужно как-то уметь, с одной стороны, создавать хорошую децентрализованную организацию, да, когда учитывается мнение, а с другой стороны, не допускать лидерства одного-двух там людей. Вот. Еще пару слов. Ну, про риски я уже кратко рассказал. Василий, это говорит о том, что мы не зря свой хлеб. Да, я как раз вот к основному-то хочу перейти, что вот смотрите, какая ситуация возникает. С одной стороны, рынок просто создается новая, даже не новая, она захватывает существующую традиционную экономику. И вот я серьезно говорю, что это может вот к 30-му году, вот реально половина это у нас будет цифра, половина это будет вот старые какие-то методы управления. А люди из комплайенса, из рисков, из контроля туда плохо приходят. Да? Хотя, конечно, вот многие централизованные там биржи, они все-таки уже стали понимать, что нужно привлекать таких людей, там появляются рисковики, появляется комплайенс, да, и вот в таких странах, как США, Канада, там даже фирмы появляются, которые хорошо зарабатывают над тем, что связывают регуляторику с блокчейном. Россия, мне кажется, Россия это такая страна, которая может просто гигантские возможности получить в этой сфере. Климат, география, там, электроэнергетика, но при этом последние там 5 лет делается все, чтобы не делается все не так, условно говоря. Да? Вот, поэтому у нас при этом зарегулированная часть этой экономики, это там 240 миллионов рублей, по октябрьскому отчету Центрального банка, но при этом все знают, что россияне создали треть криптоиндустрии, и россияне держат 12-15% криптовалют. Не россияне, а скорее тут все-таки русскоязычные. Россияне там, допустим, 60% из этих всех. Да, держат, в любом случае, русскоязычная мир держит там 12-15% криптовалют мира, да, и определяет стратегии вообще развития этой криптоиндустрии. Вот такой дисбаланс.
Поэтому вот опять же, что здесь важно? Важно для криптоиндустрии, важно от этих вот таких, как мы, люди, да, что важно? Опыт важен, знание финансов, экономики очень важно. Технология – это одно, но вот если даже вспомним историю Фейсбука, как вырос Фейсбук, там 2 человека его сделали. Один хороший технолог, да, Цукерберг, если даже фильм вспомним, кто у него рядом был? Человек, который хорошо знает финансы, экономику, маркетинг, да. Вот. А мы, ну, как бы наше сообщество хорошо знает финансы и экономику. Там нужны такие люди, которые будут помогать, как бы, условно говоря, ну, правильно трансформироваться и делать это гибко. Психология, социология важны, и вот очень важно понимание, знание стандартов. Ну, все-таки человечество накопило большую базу стандартов и правил, как управлять рисками, как строить мотивационные модели. Это все не используется в криптоиндустрии, там все с нуля делается. А вот у нас эти знания есть. Ну и как бы вот основные перспективы напоследок, где можно применять знания в развитии вот этого цифрового корпоративного управления, как их применять. Это, конечно же, выработка стандартов. Я думаю, что в ближайшие годы появятся первые такие сообщества цифрового корпоративного управления, то есть люди будут объединяться и разрабатывать стандарты. В Америке, я знаю, уже было несколько попыток, но как бы пока еще, наверное, время не пришло. Очень сильно развивается тема приватных и гибридных блокчейнов. Это когда корпорации развивают свои блокчейны, а там как раз вот, наверное, и требуется в первую очередь применение таких, знания таких людей, которые и знают и про крипту хорошо, и про традиционные системы корпоративного управления и комплайенса. Аудит нужен, да, этих систем. Совершенно верно. Вот тот аудит, который сейчас проводится, это узкоспециализированный аудит на конкретные технологические темы. А там нужно в целом картину видеть. Ну и как бы, конечно же, нужно обращать на какие-то новые тенденции, новые DLT, это термин Distributed Ledger Technologies, то есть технологии распределенного регистра. Существует не только блокчейн сегодня уже, да, существуют новые виды вот этих криптографических протоколов, криптографических систем. Тот Бутерин как раз вот выступил, что в принципе скоро блокчейн, наверное, как старый блокчейн умрет, и вот появится новая технология. ZK Stark она называется, Zero Knowledge. Да. Все-таки в блокчейне в современном, чтобы сделать какую-то валидацию, нужно все-таки что-то знать о валидаторе. То есть ты получаешь все равно от него какую-то информацию. Эта система позволяет, не зная ничего об этом валидаторе, все равно быть уверенным, что он честный. Да, то есть такие системы могут применяться, например, в голосованиях, вот страновых голосованиях. То есть ты знаешь, что этот человек действительно имеет право голоса, ну, то есть тот, кто голосует, но ты ничего о нем не знаешь, и он всегда может поменять, ну, в течение периода голосования поменять свой голос, да, и его никак нельзя контролировать. Вот у нас создана система там блокчейн-голосования, сейчас в России уже там вторые выборы действуют, процедуры. Это очень важная тема, поскольку она позволит как бы, ну, очень много фрода убрать из корпоративных систем, из цифрового мира, из государственного мира. Так что вот такие тенденции приглашаю к обсуждению и взаимодействию, если что, как бы, ну, нужно по этой теме узнать. Большое спасибо. Спасибо.